События 2020 года в Беларуси не зря тогда занимали место на обложках всех мировых СМИ. Они навсегда вошли в историю. И хоть режим Александра Лукашенко при помощи крупнейших со времен Сталина репрессий попытался сделать все, чтобы и белорусы, и мир навсегда забыли о том историческом мирном подъеме, есть то, что не забывается. Первой причиной солидарности, которую польский народ проявил по отношению к гражданскому обществу Беларуси, являются эмоции, которые мы разделяем вместе с нашими соседями-белорусами. Эмоции солидарности с людьми, борющимися за свободу. Поляки в своей истории имеют опыт и разделов, и войн, которые разрушали их государственность, оккупаций, которые пытались отнять национальную и культурную идентичность. И в связи с этим мы проявляем, так мне кажется, и так бы мне хотелось, чтобы было. А также я думаю, что именно поведение поляков это доказало особую эмпатию к людям, которые ведут борьбу за свободу, которые борются за свое право на национальную идентичность, на политическое выражение, на свою независимую государственность. То, чему мы были свидетелями после выборов 2020 года, было взрывом гражданской и патриотической позиции. И мне кажется, что для нас, поляков, было совершенно очевидно, что мы должны проявить солидарность с Беларусью, примером чего стали действия, предпринятые правительством премьер-министра Моровецкого, программа «Солидарность с Беларусью». Но мы должны помнить, что наверняка этих действий не было бы, если бы не уверенность и убеждение, что правительство, тогдашняя власть, имело полную поддержку общества и полное одобрение таких действий. А как я уже говорил, это проистекало просто из польской солидарности с борющимися за свободу. Когда многие белорусы оказались в ситуации, что единственный путь, чтобы выжить, это бежать, одним из первых убежищ для них стала именно Польша. Это касалось людей самых разных профессий и судеб, от журналистов и художников до спортсменов и врачей. Например, летом 2021 года белорусская спортсменка Ольга Сафронова, исключенная из олимпийской команды, в последний момент оказалась в Польше с одной лошадью. Для меня ситуация выглядела так. Было лето 2021 года. Я сидела на Мазурах со своей лошадью, и мне позвонила подруга Малгажата Фрыш. Она сказала: «Ася, есть такая ситуация. Белоруска Ольга Сафронова. Оказалось, что она должна была ехать на Олимпийские игры. Но в последний момент ее исключили из списка участников. Она осталась в Польше вместе со своей основной лошадью. Но у нее есть еще 2 другие лошади. Нужно что-то сделать и с этими лошадьми, и с Ольгой». Я тогда сказала: «Крабас, хорошо, постараюсь помочь». Я позвонила владельцу новой отличной конюшни под Варшавой и спросила, сможет ли он помочь Ольге. Он ответил: «Да, конечно. Правда, мы являемся конюшней для конкура. Она занимается выездкой, но мы с удовольствием этим займемся». Так, все и началось. Позже нужно было решить вопрос с оставшимися 2 лошадьми, а также вопрос с переездом мужа, Ольги. Конечно, после того, как ее исключили из олимпийской команды. Ее муж стал врагом народа. Я знаю, что это была целая головоломка, потому что выехать напрямую в Польшу было невозможно. Нужно было ехать другими окольными путями. Думаю, об этом не стоит говорить, но в любом случае все удалось устроить. Не только политико-человеческая солидарность, но и конная солидарность объединяет поляков и белорусов, а конкретно меня и Ольгу Сафронову. Польша действительно стала местом солидарности, которая возникала в самых разных и неожиданных формах. Я была чемпионкой Беларуси 2020-2021 года и членом национальной сборной Беларуси по конному спорту, в частности, выездка – мой вид спорта, которым я занимаюсь. И получилось так, что я имела олимпийскую квалификацию для игр в Токио в 2021 году, но активно выступала против насилия, да, и результатов выборов, которые были у нас в 2020-м. И это привело к тому, что мое участие в Олимпиаде было заблокировано. По абсолютно надуманным причинам мне сказали, что у меня больной хромой конь, который не может выступить на Олимпиаде. Я поехала в Польшу, чтобы его проверить. И как только я приехала сюда, и польский врач в польской клинике сказал мне, что мой конь в порядке и может выступать на любых соревнованиях, я об этом написала в своем Инстаграм, и, слава богу, получила информацию, что лучше мне не возвращаться домой. И так я оказалась в Польше летом 2021 года.
Пани посол Иоанна Кузик-Руткowska, первый человек, который протянул нам руку помощи в ассимиляции в Польше. Да? И благодаря ней и хозяевам конюшни, которые здесь, их как бы доброму контакту, мы оказались на этой конюшне, мы оказались здесь уже в сентябре со всеми 3 моими лошадьми. И с тех пор мы так здесь и есть. Тут у нас такое помещение, так называемой столовой для лошадей. Раньше мне приходилось в Беларуси заказывать эти корма в Москву, из Москвы их доставлять в Беларусь. Ты не можешь заказать сразу много, потому что это все равно это деньги, тебе не можешь выдать сразу большое количество. И каждый месяц это был такой квест – найти корм, привезти его и еще рассчитать так, чтобы тебе точно хватило до следующей поставки, чтобы машина приехала и поставка была. Ну, в общем, тяжело было. Здесь, конечно, все это гораздо проще, все доступно, все эти корма британские. Они приезжают в Польшу постоянно. Во-первых, я очень благодарна вообще всему польскому народу и польскому правительству за то, что мы вообще в принципе имеем возможность, так просто сказать, где-то спрятаться. В первую очередь где-то спрятаться, да, и подумать, а что делать дальше. И чувствовать себя в безопасности в первую очередь. А дальше уже потихоньку пробовать шажочки делать вперед и смотреть, в какую сторону идти. Оставаться ли в Польше, искать работу, пытаться учить язык и так далее, и так далее, и так далее. Покидая родной дом, люди сталкивались с невидимой стороной миграции, внутренними битвами, которые начинались, когда внешняя борьба, казалось, была позади. В чужой стране на волне первых сил и мобилизации все кажется возможным, но со временем приходит переосмысление, а вместе с ним страхи, боль и опустошение. В Варшаве для белорусов, переживших репрессии, спасением стала психологическая поддержка. Среди тех, кто помогал, была специалистка, работавшая с белорусским домом, чтобы дать силы тем, кто искал новый смысл жизни. Ну, конечно, вначале, когда человек приезжает в чужую страну, ему очень нужна поддержка. Однако, в большинстве случаев, человек с опытом бегства, приехавший в новую страну, какое-то время функционирует на так называемой волне высокой энергии и мобилизации. Только когда ему удается более-менее акклиматизироваться, построить основы безопасной жизни, тогда наступает спад энергии, так называемая яма, тогда начинают приходить разные мысли, упадок сил, а иногда даже проявляются симптомы депрессии. Поэтому я могу сказать, что нельзя утверждать, что помогать нужно только в самом начале или только в течение 2 лет, а потом уже прошло слишком много времени. Потому что каждый человек, каждый из нас разный, каждый проходит процесс адаптации в своем темпе, в зависимости от своих ресурсов, в зависимости от того, какие люди нас окружают и от нашего предыдущего опыта. Поэтому я определенно считаю, что помощь по-прежнему необходима. Тем более, что продолжают приезжать люди, которым нужна поддержка, несмотря на то, что они не выехали из страны сразу после выборов или протестов. Поддержка, которую Польша оказала Беларуси, стала не просто формальным жестом доброй воли, а настоящим историческим примером солидарности. Беспрецедентная программа «Солидарность с Беларусью» объединила усилия для помощи беженцам, демократической оппозиции, независимым медиа и студентам. Польша не только открыла свои двери, но и привлекла международное внимание к ситуации. Pierwsza reakcja była natychmiast w 2020 roku, kiedy państwo... Первая реакция была немедленной в 2020 году, когда польское государство, несмотря на политические разногласия, запустило специальную программу «Солидарность с Беларусью», которая включала как помощь подвергшимся преследованиям в Беларуси, так и помощь беженцам, прибывшим в Польшу, а также дополнительную поддержку для белорусских медиа, для белорусской демократической оппозиции, для белорусских студентов, обучающихся в Польше. Такие проекты, как телеканал «Белсат», как радио «Рация», как «Белорусский дом», получили дополнительную поддержку. «Белорусский дом» в символическом акте передачи получил новое помещение, потому что белорусов, мы знали это тогда, и сегодняшний день это подтверждает. В Польше стало значительно больше, так как эмиграция произошла после начала репрессий,
в огромном масштабе. Мы также старались сразу же выстраивать международную поддержку для Беларуси. Мы говорим здесь о действиях на уровне Европейской комиссии, Европейского парламента. Такие группы по вопросам Беларуси, как та, что всегда функционировала с 2005 года в польском парламенте, начали создаваться и в парламентах Европейского Союза. Мы старались вместе с ними принимать позиции в защиту репрессированных, действовать для обеспечения финансовой помощи для репрессированных. Все эти инициативы мы реализовывали совместно. Pomocy represjonowanym. Te wszystkie przedsięwzięcia prowadziliśmy wspólnie. Иногда дом — это не просто родные и давно знакомые стены, а чувство, что ты, наконец, в безопасности. Польша для многих белорусов стала именно таким, новым домом, где сначала тебя отогревают, дают безопасность, а затем помогают подняться на ноги и вернуться в бой за свои ценности и будущее. Журналистка Евгения Долгая, основательница инициативы «Политвязанка», делится тем, как Варшава приняла ее и ее дочь, подарив не только защиту, но и тепло, которого так не хватало. Я живу здесь с весны 2022 года. Я приехала с Украины, когда началась война в Украине. Я вынуждена была с дочкой сюда приехать. И я хочу сказать, что для меня Польша действительно стала вторым домом. Я помню вот это вот чувство безопасности. На самом деле в Украине у меня его не было. У меня было какое-то такое внутреннее расшатанное чувство. Я помню хорошо, что, во-первых, в Варшаве какая-то потрясающая весна, очень красивая. Я помню хорошо, что я иду, вот, это была весна, все цветет, она становится какой-то розовой. И я помню хорошо, что я такая, а что это, что это? Я не могу понять, что со мной. И я чувствую безопасность, это безопасность. И я задавала вопрос бывшим политвязанкам, что вот вы чувствуете какие-то вот крылья за спиной, что-то такое? Они говорят, да, несмотря на всю прибитость ситуации, несмотря на то, что они же все равно в травме находятся, они говорят то, что для них вот это чувство безопасности, которое они испытывают именно в Польше, для них самое важное. Ну и плюс Польша, она ментально как-то ближе на самом деле нам, язык ближе, ментально ближе, русских меньше, это тоже важно. Лично я никогда не сталкивалась, на самом деле, ни с дискриминацией, ни с чем. Вот пока живу в Варшаве. Я, на самом деле, считаю Варшаву своим вторым домом. И даже откуда-то я, например, приезжаю, я всегда говорю, что я еду домой. Недавно я стала ходить на курсы польского, именно разговорные. И там все волонтеры, учителя — это поляки. И я видела, какой был большой интерес на учительки, у пани Йолы к Беларуси. Насколько ей было важно узнать, услышать. Она просила делиться с ней какими-нибудь фильмами про Беларусь. Она просила рассказать вот недавно про ворожбу, про гадание. Какие у вас гадания? Давайте сравним. И для меня это было таким каким-то важным. То есть я не чувствовала себя каким-то там третьим сортом, мигрантом. Я чувствовала, что есть интерес узнать, так что же, какие вы белорусы? Почему Польша так активно помогает белорусам? Это вопрос, который возникает у многих. Одни видят в этом искреннее человеческое сочувствие, другие — стратегический расчет. Поддержка соседей, пострадавших от репрессий, стала не только актом солидарности, но и важной частью польской политики. Аналитик Камиль Клысинский объясняет, как в этой помощи переплетаются эмоции, моральные ценности и прагматичный взгляд в будущее. Ну, как я уже говорил, это сочувствие. Это на общественном уровне это просто человеческие эмоции, человеческое сочувствие при отсутствии плохих ассоциаций с белорусами в Польше. С украинцами вопросы тут есть. Мы, конечно, им помогаем и помогали очень спонтанно, я бы даже сказал, стихийно в 2022 году. Я помню вот этот дух. Но люди просто отдавали все, и свои квартиры и так далее. Сейчас больше скепсиса, но это тоже не говорит о том, что мы не готовы помогать. Просто немножко остыли в этом, потому что видим, что есть разные проблемы и что украинцы
украинские гости иногда перебирают и как бы слишком позволяют себе тут разные вещи делать, ну, которые не очень приняты. Есть разные конфликты на бытовой основе и так далее. Масштаб этой эмиграции. Думаю, что национальный характер украинцев, который более конфликтный, это тоже свой отпечаток оставляет. Но все-таки помощь сохраняется, потому что видим в этом и человеческий, моральный, и политический интерес. С белорусами гораздо проще, потому что белорусы люди в большинстве мирные, не конфликтные, трудолюбивые. Я никогда не слышал, может, есть такие случаи, чтобы белорусы принимали здесь иждивенческие позиции, и чтобы просто жили только за счет польского государства. Все случаи, которые я знаю, это люди, которые работают. И это тоже, конечно, люди у нас замечают, а одновременно их земляки, соотечественники, которые остались там или которые только что приехали оттуда, страдают или пострадали. И надо, конечно, им помочь. Значит, на человеческом уровне сочувствия и традиции солидарности и такой взаимопомощи, о которых я уже говорил. А на уровне государства это тоже понимание, что мы, как люди, конечно, должны помогать людям, нашим соседям, это нормально, но есть в том и тоже политика, что мы зарождаем тоже межчеловеческие связи. И это инвестиция, как бы тут закладываем такой капитал на будущее, что строим доверие между нами, между Польшей и демократической Беларусью, и когда-то, а надеюсь, что скорее, чем позднее, демократизация Беларуси начнется с новыми элитами Беларуси, которым мы помогали, будет гораздо проще строить уже новые отношения в регионе. Польша не только открыла двери для белорусов, но и сделала все, чтобы их старт в новой стране был проще и увереннее. Помощь детям, адаптация семей, поддержка бизнеса – все это стало важными шагами в интеграции белорусов в польское общество. Ja ze swojej strony szczególnie pamiętam... Я особенно хорошо помню конкретные акции, которые мы проводили в Белостоке вместе с Белорусским домом для детей из белорусской диаспоры, приехавших к нам после 2020 года. Это были разные подарки, а также школьные принадлежности, чтобы помочь людям, которые часто бежали в Польшу всего с одним чемоданом. Мы старались сделать так, чтобы их начало жизни в нашей стране, особенно для маленьких детей, которым было и остается особенно трудно адаптироваться в новом месте, было легче. Мы хотели, чтобы их старт в польской школе и польском обществе был более плавным. За это я хочу искренне поблагодарить. Мы также проводили вместе с белорусской диаспорой акции на польско-белорусской границе против сохранения грузового движения и перевозки санкционных товаров через границу. Было проведено множество встреч и переговоров. Диаспора тогда открывала новые офисы. Мы помогали также с адаптацией детей в польских школах, потому что этим детям нужно было ходить в школы, а для этого требовалось создавать условия для изучения польского языка, проведения дополнительных занятий, чтобы они могли учиться вместе со своими польскими сверстниками на равных. Мы также создавали условия для бизнеса, разрабатывали специальные программы для белорусского бизнеса, который не мог функционировать в Беларуси. Это принесло очень позитивные результаты для Польши, так как белорусские предприятия инвестировали в нашу страну миллиарды долларов и предоставили десятки тысяч рабочих мест. Можно сказать, что белорусы не являются бременем для бюджета Польши, а наоборот представляют собой добавленную ценность, являются частью общества, которое нас обогащает и развивает. Stanowią tę część społeczeństwa, która także nas wzbogaca i rozwija. Те, кто подал заявление на международную защиту, обеспечиваются страховкой за счет государства и получают ежемесячные выплаты 750 злотых на человека. Но поддержка, которую поляки оказали и оказывают белорусам, выходит далеко за рамки государственных инициатив. Активисты, политики, обычные граждане Польши объединились ради одной цели – помочь тем, кто борется за свободу. И эта тема – одна из немногих, по которой у политиков нет разногласий. Ogrom wsparcia,
Огромная поддержка, которую продемонстрировало польское государство. В основном это заключается в создании безопасного убежища для политических беженцев. И здесь, согласно данным UNHCR, агентства ООН по делам беженцев, 150 тысяч белорусов нашли убежище в Польше после 2020 года. Это большое число. Конечно, у нас с белорусами есть значительная культурная близость, поэтому мы прекрасно понимаем друг друга. Действительно, это теплые, открытые люди. Я чувствую себя очень хорошо с моими знакомыми и друзьями из Беларуси, из Минска и других частей Беларуси, которые сегодня живут в Польше. Это, безусловно, является большой ценностью. Кроме того, польское государство, здесь Министерство иностранных дел, а также в особенности Фонд международной солидарности, в совете которого я имею честь служить, также оказывает финансовую поддержку белорусской оппозиции. В частности, проект Белорусского дома, который, по сути, является символическим, метафорическим посольством свободной Беларуси. Посольством свободной Беларуси в ситуации, когда белорусы не могут рассчитывать на свое собственное правительство, на свое собственное государство. И то, что существует пространство, которое может даже финансово поддерживать польское государство, чтобы предоставить безопасный приют для белорусской культуры, языка, искусства, песен, музыки, иногда оказать срочную гуманитарную помощь, а иногда просто дать возможность для образования, как, например, мы видим в Свободном университете Александра Миленкевича или в рамках различных инициатив. Все это чрезвычайно важно и глубоко трогает. Я горжусь как полька, что польское государство может оказывать такую помощь. Польша стала местом, где белорусские дети обретают новые возможности и свободу мыслить масштабно. Здесь они растут в среде, которая учит открытости, готовя их к тому, чтобы однажды построить обновленную Беларусь. Поддержка поляков, их интерес к судьбам белорусов и искреннее участие играют в этом ключевую роль. Я очень благодарна Польше, очень благодарна. Я благодарна, что не приходит какое-то письмо о том, что аннулирован ВНЖ. У меня, например, дочь, она только с поляками дружит в школе. У нас не было никаких проблем. Конечно. Она дружит с поляками, она учится их традициям, они ходят друг к другу в гости. И я вижу, что ребенок, например, она масштабно мыслит. Нет у нее такого, что останусь тут, пойду там такое. Она мыслит масштабно, как польские дети, что а почему нет? Мне открыта Европа, мне открыт Евросоюз. И это очень важно, потому что эти дети, они могут построить новую Беларусь на самом деле, с новыми знаниями. Поэтому для меня важно, что поляки действительно интересуются политзаключенными. Мои коллеги-журналисты постоянно спрашивают, они реагируют на любые помилования, на все, они реагируют, им это важно. И это ценно, очень ценно. Без свободной Беларуси и Украины невозможно представить безопасную Европу. Эти две страны – неотъемлемые части борьбы за демократию и стабильность на нашем континенте. Польша, находясь на передовой этой борьбы, понимает, что ее безопасность напрямую связана с судьбой соседей, и эти битвы важны для всей Европы. Однако мы должны понять, что если Польша должна быть в безопасности, если Европа должна быть в безопасности, то Беларусь не может оставаться такой черной дырой, где каждый день нарушаются права человека, которая непосредственно граничит с Европейским Союзом. И где мы видим, как режим Лукашенко не только ежедневно подавляет и уничтожает стремление к свободе внутри Беларуси, но и эксплуатирует страдания других беженцев и мигрантов, атакуя границы Европейского Союза людьми, которые на самом деле просто используются как инструменты в отвратительной, циничной политической игре. Сейчас Польша с нашей программой «Щит Востока», политической программой нашего правительства, направленной на обеспечение безопасности всего Европейского Союза, не сможет полностью чувствовать себя в безопасности, пока за нашей восточной границей у нас не будет не только безопасной и свободной демократической Украины, но также свободной и
и демократической Беларуси. Мы должны понять, что эти поля битвы за демократию взаимосвязаны, что не будет свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Беларуси, без свободной и безопасной Украины. История Польши дает ей особенное понимание белорусской борьбы за свободу. Испытав на себе влияние Советского Союза, поляки чувствуют близость к своим соседям и их стремлению к демократии. В условиях войны и усиливающегося авторитаризма поддержка Беларуси становится не только актом солидарности, но и политической необходимостью. Ja mam generalnie takie przeświadczenie, że Polacy dobrze rozumieją sytuację. У меня в целом есть ощущение, что поляки хорошо понимают ситуацию белорусов, особенно белорусской оппозиции, потому что в прошлом мы переживали похожие вещи. И вы, и мы находились под большим политическим влиянием Советского Союза. Мы вырвались на свободу, Беларусь стала независимым государством. К сожалению, в тот момент, когда у власти оказался Лукашенко, трудно было говорить о демократии. На самом деле мы говорим об авторитарном правлении. И в связи с этим мы это просто хорошо понимаем. Поэтому, когда происходят такие вещи, которые очень ясно показывают, что Беларусь не является демократической, что она скатывается в авторитаризм, мы это просто чувствуем и хотим помочь. Мы соседи, а это само по себе, очевидно, очень важно. Кроме того, после нападения России на Украину добавился еще и контекст войны, так что тут уже вообще ни о чем говорить. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы, помимо чисто человеческого аспекта, помогать всем тем, кто хочет жить в свободном демократическом государстве. В наших политических интересах однозначно находится демократическая Беларусь, которая не будет в сговоре с Путиным совершать разные ужасные вещи. Сегодня в Польше проживает более 300 тысяч белорусов, и их борьба еще не окончена. Сегодня, как никогда, важно продолжать поддерживать тех, кто борется за свою свободу. Польша показала, что солидарность не знает границ, и каждый может внести свой вклад в помощь Беларуси.